Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня на примере Volvo S80 мы вместе с вами проверим систему дренажа в моторном отсеке. Другими словами, проинспектируем слив дождевой воды. В машинах с люком периодически обязательно необходимо проверять систему отвода воды от люка, так как там в случае засора дренажа избыток воды обязательно окажется в салоне под коврами, в ногах пассажира, в ногах водителя, где угодно будет хлюпать, и иногда собирается очень-очень много воды. Но вернемся к нашей машинке и рассмотрим, для чего мы делаем данную профилактику, для чего нам надо залезть туда и посмотреть состояние дренажных отверстий. С пассажирской стороны, если будет забит дренаж, обычно водичка пытается попасть в салон через печку, через воздухозаборник, по салонному фильтру, по моторчику печки, как угодно, но она туда проникает. С водительской же стороны все намного опаснее и сложнее. Дело в том, что вода может попасть на центральный электронный модуль, на ЦЭМ. И после того, как в ЦЭМе начнет происходить коррозия, начнут выходить из строя приборы за прибором, ну и, собственно, замена ЦЭМа на новый стоит безобразно дорого. Либо у умельцев брать бэушный ЦЭМ, либо этот ремонтировать, но тоже это стоит денег и доставляет много неприятностей и хлопот. Поэтому лучше посмотреть, чем потом платить такой дорогой ценой. Для того, чтобы нам попасть к дренажным отверстиям, необходимо снять поводки дворников, ну или по-простому дворники, снять полностью и снять пластиковую декоративную панель. Приступим. Пистоны снимаются путем вдавливания центрального сердечника вовнутрь. На крайних пистонах там очень сильный выступ снизу, поэтому я попробую сердечник подлезть отверткой и сердечник вытащить наружу. В данном случае с этой машинкой все просто замечательно, на удивление. Сейчас я попробую подсветить. Здесь все чисто и сухо с одной стороны, и также все чисто и сухо с другой стороны. Грязи нет, листвы нету. Друзья, еще ваше внимание хочу обратить вот на это место в крыле. Сейчас подлезу. Вот здесь. Что с одной, что с другой стороны. В эти места очень активно и хорошо залетает листва, семена клена и так далее, и так далее, и так далее. И время от времени туда также необходимо заглядывать. Посмотреть можно очень просто. Снизу со стороны колеса снимается подкрылок, отгибается, и туда необходимо заглянуть. Хотя бы раз в 2 года хорошо бы посмотреть, что там есть.
На данной машине все чисто только по одной причине. У нее гаражное хранение. То есть машина всегда ночует в гараже. Поэтому здесь все чисто. Но если машина у вас стоит недалеко от деревьев, во дворах, в деревнях, где-то в поселках, лучше раз в год или раз в 2 года обязательно залезть сюда и посмотреть, все ли здесь чисто. И не будет проблем с потопами под ковриками, а также не будет проблем с затопленными электронными блоками. И машинка будет долго вас радовать. Ну что ж, собираем теперь все обратно. Профилактические мероприятия по осмотру дренажных отверстий завершены. Результатом я очень доволен. Желаю, чтобы и у вас дренажные сливы всегда работали четко и не засорялись. На этом, дорогие друзья, все. Легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч.